продолжаем увлекательный рассказ о нашем незабываемом приключении в Казахстан. В прошлой передаче мы показали красоты, которые нам удалось посмотреть неподалеку от города Алматы за 4 дня. Поэтому, если вы еще не видели этот выпуск, обязательно начните с него. Поверьте, вы не пожалеете. А сегодня мы поведем наш рассказ о самом городе Алматы, его окрестностях и достопримечательностях, которые можно увидеть в черте города. И в этом, я считаю, его уникальность. Музеи и театры мы прибережем для следующей передачи. А в этом выпуске мы посетим самый крупный в мире высокогорный каток Медео. Поднимемся на фуникулере на высоту 3200 метров популярного горнолыжного курорта Чимбулак. Запустим дрон над самым главным озером Алматы – Бао. Сходим в баню по-сакски, покажем вид с популярной горы города Коктобе и пообщаемся с коренными жителями Алматы. В конце выпуска вы узнаете, за что мы так сильно полюбили этот город и в чем для нас, петербуржцев, открылась его уникальность. Если никто не против, лайк и Алга. Молодцы, ребята, отличный у вас канал, Алга, Петербург. Регулярно сами смотрим тоже, интересная программа. Спасибо вам тоже, спасибо. Да, прохладно. Когда мы приехали в Алматы, то первое, что нам рекомендовали посетить, это высокогорный каток Медео. Как оказалось, Медео – одна из главных достопримечательностей города и излюбленное место для отдыха всех алматинцев. Каток находится в горах, на высоте 1700 метров над уровнем моря. При этом из центра города до катка без труда можно добраться за 20-30 минут. Мы не смогли проверить себя на коньках, так как приехали в Алматы в сентябре и попали вне сезон. Правда, это не мешает Медео принимать гостей и для других забав. В теплое время года здесь проводят автошоу, устраивают скейт-парки и баскетбольные площадки. Ну а зимой это крупнейший в мире высокогорный комплекс для зимних видов спорта с самой большой площадью искусственного ледового поля – 10,5 тысяч квадратных метров. Благодаря заливке льда горной водой удается добиваться высоких результатов в конькобежном спорте. Как гласит Википедия, за все время здесь было установлено свыше 200 мировых рекордов. Но рекорды здесь ставят не только спортсмены, но и туристы. Однажды за сезон каток посетили свыше 400 тысяч человек. А вы спортсменки? Да, вот она, спортсменка. А каким спортом? Тэквондо. Да? Да. Ух ты! Это очень серьезно, нам надо аккуратно вас снимать, да? Многие алматинцы любят Медео еще и потому, что здесь практически всегда хорошая погода, даже если в самом городе пасмурно. Нам с погодой тоже повезло. Было относительно тепло, а солнце периодически радовало нас своим присутствием. Вокруг было много туристов, и, что особенно приятно, много молодежи, которая активно и с пользой проводила свой досуг на свежем воздухе. Немного освоившись в горах, мы взяли курс выше. На этот раз нам предстояло взобраться на самую высокую точку популярного горнолыжного курорта Чимбулак. Он находится чуть выше Медео, и добраться туда можно несколькими путями. Это любой экологичный вид транспорта, например, электромобиль. Это ваши крепкие ноги и натренированные легкие. Ну а в нашем случае это скоростной фуникулер, который не только быстро, но и живописно доставил нас на вершину горы. Так, раскачивать нельзя, да? Не желаю. О, да, накачается. Он деятельность. О, все, я больше не буду. Я пошутил. Такой перепад высот невероятно классно. То есть взгляд буквально радуется на каждый угол обзора. О, а если ты туда посмотришь, только тебе надо чуть подвинуться, чтобы я это мог записать. Да. Слушай, получается, горный каток пока не работает. По пути мы смогли насладиться потрясающими вершинами Заилийского Алатау, горными реками, дамбами, домами, разноцветными деревьями, и все это было буквально под нашими ногами. Во время подъема мы пересаживались несколько раз, и каждый раз нас ждал новый вид и новые приключения. Благоприятные природные условия привлекают туристов, альпинистов, горнолыжников к этому месту как магнитом. Курорт расположен на высоте 2260 метров над уровнем моря. Протяженность склонов около 20 километров. Продолжительность сезона здесь обычно с ноября по апрель. Но курорт функционирует весь год, предлагая посетителям, кроме горнолыжных спусков, другие развлечения. Велосипедный спуск, полеты на параплане, экскурсии в горах, детский лагерь и веревочный парк. Мы с Иваном как раз попали в тот момент,
когда велосипедисты активно осваивали экстремальную трассу. Я просто почему хотела к вам подойти, я в Питере 4 года училась. Да, где? Да, в техноложке. Вообще нам очень понравилась встреча на Чембулаке. Здесь нас хотели запустить на параплане и даже скинуть с тарзанки вниз головой. Но мы решили ограничиться открытым подъемником, который доставил нас на самую вершину горы. Скажите, я вот вижу, у вас фуникулеры есть закрытые, есть открытые. Да. Мы на открытых сможем туда подняться? Вы на открытых, к сожалению. Ну, если вам очень хочется, я могу это согласовать, но открытые фуникулеры... Я могу вам сказать, почему Саша хочет. Давайте. Потому что я боюсь высоты. А, да вы что? Как вы поднимались здесь? Над плотиной страшно было? Более-менее нормально, да. Надо было вам дать. У нас Слушайте, есть я бы кабины. именно на открытом бы прокатился. У нас есть кабина с прозрачным дном. Давайте, когда вы поедете да, обратно, отлично. мы вам дадим кабинку. Вот за это вам отдельное спасибо. Все, я организую, давай. I feel you try to turn my heart into stone. Oh, put up resisting to it, so I let you go. Oh, but love, society just want, society they can stay far from you, reach me from the seas, and yet I'm fighting to believe you remember me and screaming why can you hear me and screaming Ну согласись, да, другие ощущения. В кабинке не так все равно, понимаешь. Здесь так холодно, Да, прохладно. Цвета какие красивые. Красные, оранжевые, зеленые, желтые. Уже там, наверху, мы по-настоящему почувствовали, что значит морозная свежесть в горном тумане. Однако туман был недолгим, и перед нами предстали крепкие и брутальные горы Заилийского Алатау, которые молча намекали на то, что неплохо бы сделать фото с их участием. Мы не стали сопротивляться и молча повиновались высоким горам. Смотри, что у меня есть. Возьмите. Ага. Спасибо большое. О, это у меня товарищ там дрон пытается запустить. Я его угощу. Спасибо большое. Меня угостили. Алматинский апорт, между прочим. Супер. Это еще маленький, Саша, алматинский апорт. Это Может, он недозрелый? это алматинский апорт мини. Там же произошла неожиданная встреча с нашими подписчиками, которые не только смотрят наш канал, но и регулярно ходят в горы пешком. Смотрите, 3-4 часа. Так это куда? И туда и обратно 3-4? На высоту. Потом можно спуститься, по идее же, да? Правильно? То есть обычно, наверное, так делают. Спуск уже быстрее, конечно. Ага. А на лыжах вы тоже катаетесь? Или на... Я нет. Я тоже нет. Я боюсь. Я только в горы пешком. Классно, классно. Ну, спасибо вам, что узнали нас. Юрта, перекусить это там. Да? Мне было сложно в это поверить, так как меня на эту высоту тянул подъемник минимум полчаса. А глядя на город сверху вниз, невозможно представить, что сюда вообще есть дорога, и любой желающий может преодолеть этот маршрут пешком, что, к слову, многие алматинцы выполняют регулярно. Вообще, любовь к горам у них с рождения, и это вызывает уважение и восхищение. Уникальность этого места такова, что оно находится в непосредственной близости от города. 30-40 минут на машине или общественном транспорте, и ты уже находишься у подножья горы. Катаешься на коньках, дышишь горным воздухом и наслаждаешься фантастическими пейзажами. Еще 30 минут на фуникулере, и можно парить по горному ущелью, как птица, на лыжах или сноуборде. Это ли не чудо? Разумеется, мы надеемся вернуться сюда вновь, для того, чтобы прокатиться на этих склонах зимой. Уверен, впечатления будут самые незабываемые. Ну что, друзья,
Я нашел Ваню Червинского. У него вообще не получилось запустить дрон, поэтому я не знаю, что мы будем вам показывать. Я надеюсь, что вот Барс спасет ситуацию. Ciao! Следующая точка, куда мы отправились, это Большое Алматинское озеро. Когда мы были в Алматы, нам часто приходили комментарии: сходите на БАО. Вам обязательно нужно сходить на БАО. Я долго вообще не мог понять, о чем идет речь. Как хорошо, что за время нашего пребывания в Алматы у нас появился верный друг и товарищ, а по совместительству профессиональный банщик Александр. Впервые мы встретились с ним в Сакской бане, но об этом мы поговорим позже. Так вот, Саша вызвался показать нам дорогу до Большого Алматинского озера, так как сам любит это место и живет неподалеку в горах. Ранним утром мы выдвинулись в путь. Часть дороги мы проехали на машине, а добрую часть пути пришлось одолевать пешком. Все дело в том, что с недавнего времени подъем на БАО для автомобилистов закрыт, а само озеро расположено в 20 километрах от Алматы на высоте более 2500 метров над уровнем моря в окружении заснеженных горных вершин. Водоем наполнен прозрачной и экологически чистой пресной водой. В спокойную солнечную погоду на его зеркальной поверхности отражаются величественные горные склоны. Озеро окружают высокие берега, покрытые лесистой растительностью. Цвет воды удивительно красивый. Он может меняться в течение дня, принимая бирюзовые, ультрамариновые и изумрудные оттенки. Стоя там наверху, я не мог поверить, что такая красота находится так близко к городу. Было ощущение, что нас сюда забросили на вертолете, и до ближайшей деревни не менее 100 километров. Подпитка Большого Алматинского происходит за счет родников, ручейков, спускающихся с горных вершин, и потоков реки Большой Алматинки. А само озеро питает почти 2-миллионную Алмату. Именно поэтому вдоль всего подъема к озеру тянется большая толстая труба, главная питьевая артерия города. Поэтому БАО находится под строгой охраной, и полетать на дроне нам удалось с большой осторожностью. Ну и холодрыга. Саша, куда вы нас привели? Это же БАО, ребят. Вы что? Обалдеть. Написано там. Уже будучи на озере, мы узнали, что на расстоянии 2 километров находится Тяньшанская астрономическая обсерватория, а еще выше космостанция, оснащенная регистраторами частиц космического излучения. Ее высота над уровнем моря составляет 3336 метров. Разумеется, мы, как самые безбашенные туристы, добрались и до туда, без подштанников. Забрались на самый верх. Устали. Саша замерз. Уже нет, мне уже Уже нечего терять, да? очень жарко. Вот такая красота. Это космостанция. Саша, главное, нас догоняет там сзади. Сашок, ты как? А вот, ребята, Заманался? вот что значит спортом заниматься. Раз, два и на вершине. Так, откуда здесь космические корабли бороздят просторы Вселенной? Они из-под земли вылетают, труба оттуда. Вот из этой трубы, да? Там, на высоте, мы вдруг неожиданно обнаружили, что в горах не жарко, даже несмотря на яркое солнце, которое улыбалось нам все утро. Разумеется, нам захотелось согреться. А так как ни мы, ни наш проводник Саша не пьет, оставался только один вариант – найти горячий источник. И вы не поверите, он нашелся. Это поистине удивительно. Такое ощущение, что в Алматы есть все. По дороге на БАО существует развилка, одна из которых поведет вас по живописному горному ущелью Алма-Арасан. Когда дорога кончится, вы сможете продолжить поход по хорошо вытоптанной тропе вдоль горной реки.
эмоции. В конце вы обнаружите одноименные горячие источники, расположенные на высоте 1800 метров над уровнем моря. Место силы многих горожан находится именно здесь, на юго-западе Алматы, в 16 километрах от города. В оздоровительную зону можно попасть в любое время года. Там бьют целебные термально-радоновые источники. Вода Алма-Арасана лечит кожные заболевания благодаря своим противовоспалительным свойствам. Температура воды в бочках варьируется от 20 до 40 градусов. По преданиям, здесь лечились не только солдаты Второй мировой войны, но и армия тюрко-монгольского военачальника и завоевателя Тамерлана во время одного из его походов. К сожалению, мы с Иваном не взяли с собой ни плавок, ни тапочек и даже полотенец, поэтому силу Тамерлана мы оставили бабушкам. А сами, сделав красивые кадры, отправились в баню. Как водичка? Кайф, Саш, надо искупаться. У меня плавок нету. Это была не простая баня, а сакская, сделанная по старинным технологиям, побывав в которой можно было почувствовать на себе мощь и силу древних тюрков. Как я уже говорил, все это приключение получилось благодаря банщику от бога Саше из Казахстана. Знакомство произошло благодаря спонсору нашей поездки Сабыржану Сериковичу, который решил лично отмыть нас после долгой поездки по Алматинской области и восстановить силы для новых свершений и побед. Вот Иван с Сашей приехали, ездили в Кульсай, там перечислять долго, 5 дней они там были, гид был у них Асылбек, и вот они приехали, и я хочу, чтобы они стали как опять младенцы, все усталость, чтобы сняли. Мы приехали в Сакскую баню. По-нашему называется черная баня, сакская. Это для здоровья. Мы с ребятами, у нас группа, каждый вторник купаемся. Каждый вторник. Если я в Казахстане, не пропускаю ни одну баню. Каждый вторник. Она топится 5-6 часов. Сейчас специалист сам расскажет. У нас есть такой Шурик. Он известен на весь Казахстан. Разных людей он парит. Но ни про кого не рассказывает, конечно. У него хорошая натура такая. Так что Сашу с Иваном мы сейчас сделаем как заново родившимися после этой бани. Ну, вы сами посмотрите весь всю процедуру. Удачи нам! На этот раз Александр решил полностью взять все в свои руки, в том числе и березовые веники, которыми мастерски охаживал нас по ногам и бокам. Сакская баня построена по принципам походных бань древних племен саков, которые жили в том числе на территории современного Казахстана в V-1 веке до нашей эры. Она представляет собой куб из брусьев, укрытых сверху брезентовым пологом. В центре каменная печь, которая топится в течение 4-5 часов, а сверху камни. Итак, друзья, предлагаю перед тем, как мы начнем париться, заглянуть в баню. Как видите, она полностью модернизировалась. Тут вам, пожалуйста, и сено, и матрасики, и даже еловые ветки. Одним словом, аромат здесь стоит фантастический. Камни. Во время процедуры банщик поливает их настоем трав, создавая неповторимый аромат и нужный уровень влажности. Банный пар с применением травяных бальзамов создает стерильную среду, очищает поры, благотворно влияя на дыхательную систему. Первый заход – разогревающий. Банщик поливает раскаленные камни травяным настоем, а вы вдыхаете эфирные масла и привыкаете к температуре. Как советовал нам Саша, главное хорошо согреться и продышаться. Ну а дальше, как говорится, пошла жара. А совсем скоро сюда я буду подкидывать кипяточек, а Ванька будет кричать. Ему будет жарко. Потом его веничками. В общем, сегодня вся прыть из Ваньки-то и выйдет. 3 раза с головой. Надо кричать надо.
Себе нельзя держать, на что шайтан ушел. Шайтан, уходи! После незабываемой процедуры с вениками Саша мягко, но настоятельно рекомендовал окунуться в родниковую купель. Как бы баня, оно дает очень большое здоровье, делает иммунитет намного крепче. Вот. Кто парится, тот не старится. Как бы баня в каком-то, кто-то говорит, что даже омолаживает она. А на закуску отпотчевал ароматным чаем с вареньем. Одним словом, Саша оказался не только крутым банщиком, но и настоящим казахом, который проявил гостеприимство сверх меры, за что ему большое питерское спасибо. Ну что, друзья, только что у нас закончилось невероятное приключение. Мы побывали в настоящей сакской бане по-черному. Наверняка вы увидите кадры, как она готовилась, как она создавалась. Это настоящее произведение искусства. Но баня – это лишь малая часть. Самое главное – это человек, который управляет всем процессом, как дирижер в оркестре. И вот этим дирижером сегодня у нас был Саша. Еще одно уникальное место в Алматы – это гора Коктобе. А уникальна она тем, что на вершине этой горы на высоте более 1000 метров находится большой развлекательный парк. Мы добирались до этого места по канатной дороге, построенной в 1967 году. Маршрут протяженностью более 1,5 километров проходит над частным сектором. Вы можете наблюдать одноэтажные дома, зеленые сады, а подъем снизу вверх занимает около 6 минут. Венчает гору самое высокое строение в городе и один из его символов – телевизионная башня. Оказавшись наверху, мы были сильно впечатлены обустройством парка. Здесь можно гулять по живописным террасам и аллеям, весело провести время с семьей и детьми, с комфортом отдохнуть в кафе или ресторане и даже посетить деловое мероприятие. Мы были на этой горе 2 раза. Во второй раз нас пригласили поучаствовать в событии под названием Октоберфест. Это ежегодное мероприятие популярной радиостанции Бизнес FM. В этом году оно состоялось 9 октября. Маститые предприниматели совместно с главными креативщиками страны поделились ценными знаниями с участниками фестиваля. Главной темой мероприятия стал быстро развивающийся тренд креативной индустрии. На этом фестивале было много всего интересного. Полный отчет можно посмотреть по ссылке вверху экрана. Но об одном перформансе среди участников мероприятия я все же упомяну. Согласно условиям, в течение 5 часов нужно было снять и смонтировать ролик на тему Алматы. Главным призом был новенький iPhone 13. Мы с Иваном быстро включились в работу, однако не смогли побороть конкурентов. Зато получился классный ролик. Просто надо. Вот так. Маску можно снять. В маске тоже прикольно. Вот так. Стойте. Раз, два, три. Как вам какой? Этот с бергамотом, этот черный. Привет, друзья! Мы блогеры из Петербурга. И мы хотим сказать Салем, Казахстан! Петербург, да? Да, А можно с вами фотографироваться? можно. Саша, Или маме скажите привет. давайте. Мама, как здесь Да? Добро пожаловать. Еще за время пребывания в Алматы нам удалось посетить местное метро. Открылось оно относительно недавно, в 2011 году. Спускаясь внутрь, я думал, меня ничем невозможно удивить. Однако я сильно ошибался. Метро действительно выглядит свежо и комфортно. В подземке не было столпотворения, а все станции, на которых мы побывали, выглядели красивыми и аккуратными. Если сравнивать его с питерским, то я бы сказал, что оно даже круче, так как в Алматы всего одна ветка, и запутаться новичку в нем невозможно. Единственное, что было для меня непривычным, так это ожидание состава, которое порой могло доходить до 15 минут, а в то время как в Питере время между поездами составляет всего 2-3 минуты. Но казахи, как известно, никуда не торопятся и никуда не опаздывают. Моя мама ваш фанат. Ну, как, зритель или как? Ну да. То есть каждый день мы смотрим вас вечером. Ваше интервью Да? О, прикольно. на YouTube, да, показываете?
Говоря про Алматы, обязательно нужно отметить разнообразность и качество кухни. В этом городе представлены самые разнообразные кафе и рестораны со всех стран мира. Где бы мы ни обедали, было всегда уютно и очень вкусно. За время нашего пребывания в городе мы попробовали казахскую, узбекскую, китайскую, корейскую, азербайджанскую, грузинскую кухни. И это был настоящий праздник для желудка. Причем неважно, это был дорогой ресторан или обычное кафе из фудкорта. После того, как вы попробуете нашу кухню, исследуйте каждый состав блюда, салата и так далее, и вы скажете то, что это не только самый лучший ресторан в Казахстане, но и во всей Азии и Европе. Как раз в одном из таких кафе у нас состоялось знакомство с прекрасным музыкантом и импровизатором, которого многие казахстанцы больше знают под псевдонимом Акыныч. Ну, кстати, я не считаю себя таким прямо музыкантом. Пою. Русские казахи, команда Орстар, разжигают в зале юмора пожар. Пусть огонь любви греет души вам, и все блага мира падают к вашим ногам. Ай, канун Гельсон! Удивительно интересный человек, который прекрасно знает казахский язык, его традиции и очень сильно болеет за качество преподавания казахского языка и крепкую дружбу народов внутри страны. Как видите, Алматы – это поистине уникальный город. Эту уникальность можно понять, пожив здесь какое-то время и пообщавшись с людьми. За 30 дней пребывания в городе мы окончательно влюбились в Алматы и его окрестности. Сначала ты попадаешь под очарование гор, которые окружают этот город и находятся так близко, что всегда хочется на них подняться. Как утверждают сами алматинцы, виды, которые они наблюдают ежедневно, поражают и восхищают их снова и снова, заставляя влюбляться в этот город заново. Потом ты удивляешься, насколько этот город позволяет чувствовать себя одновременно городским жителем, а вместе с тем позволяет тебе не отрываться от природы. Любой желающий может провести выходные в горах, любуясь красотами рек, озер, горячих источников или активными видами спорта, причем как летними, так и зимними. Сами алматинцы настолько активны, что мы постоянно удивлялись, видя их в горах, театрах, музеях, выставках, экскурсиях, спортивных мероприятиях и даже опере. Люди настолько открыты и доброжелательны, что даже не верилось, что ты находишься в городе. Такое по-настоящему человеческое, внимательное отношение было к нам от таксиста до артиста. Сегодня такое отношение к человеку уже сложно представить в современном мегаполисе, но жителям Алматы удается сочетать в себе проактивный и динамичный образ жизни с главными человеческими качествами, которые так сильно подкупают туриста. Недаром в народе говорят: «Алматы – это моя первая любовь». Этот город действительно не может оставить равнодушным и вызывает острое желание вернуться сюда вновь.